Как-то зимним деньком я вышел в веранду, такой выхожу, открываю дверь и вот такой вот сугроб практически по окну двери. Ну, где-то метр, наверное, а то и больше. Ну вот после этого я решил купить снегоуборочник, потому что лопатой такие сугробы убирать нереально. В этом ролике я вам расскажу, как нужно выбрать снегоуборочник в дешевом сегменте, китайский, бензиновый. Кстати, на название не обращайте внимания, прораб, интерскол, хаты, снеги, то есть их целое множество. На самом деле принцип работы, и даже бы наверное сказал, что все они сделаны практически на одном заводе, наверное, в Китае. Просто разной расцветки, разные наклейки клеют. Суть не в этом. Как нужно выбрать снегоуборочник, чтобы он максимально работал продуктивно, и что нужно в нем доработать, чтобы он приносил вам удовольствие от работы. Советую вам не перематывать, так как доработок по снегоуборщику будет около 5 штук, все они очень важные. Снегоуборочная машина Снеги 400. Брал не по названию, а главное брал, чтобы за эту сумму 7 лошадиных сил было и вот такие вот размеры ковша захвата уборки снега. Сейчас я хочу вам показать, как правильно его собирать и какие нюансы нужно учитывать при покупке и потом при дальнейшей его эксплуатации. При выборе снегоуборщика советую обратить внимание на сами шнеки. Шнеки не должны быть гладкими, а должны быть зазубренными. Эти зазубрины помогают хорошо разбивать слежавшийся снег и даже глыбы льда небольшие. Поэтому мое предпочтение на шнеки с зазубринами. Тросики, честно говоря, такие жидкие на вид, но тут они какие-то сильно тонкие. Вот эти колесики пластиковые, вообще говняного качества, тоже нифига ничего не смазано. Надо вот это открутить, смазать ось, на которой крутится вот это вот колесико, чтобы тросик не затирался, оплетка не затиралась. Так, ну получается колесико на вот этой пластиковой втулочке крутится. И желательно ее смазать обязательно. Смазку я использую Шрус 4. Не содержит графита, но смазка очень вязкая, морозостойкая, очень мне нравится. И в редуктор я купил смазку редукторную, но по составу такая же, как Шрус 4, поэтому это одно и то же. Сейчас таким же макаром смажу вторую и дальше уже буду собирать. После того, как смазали колесики, по которым ездят тросики, надо смазать вот этот вот поворотный механизм регулятора выброса снега. Чтобы смазать, не снимая его, здесь вот есть с завода вот такая вот дырочка, отверстие. Сюда я сейчас надавлю смазки и уже буду его вращать, тем самым производя смазывание элементов. Втулочка тут пластиковая, быстро сотрется, если ее не смазать. Значит, собрал я снегоуборщик, перевернул его, пока масло не стал заливать, а вот этот сам ковш. Снял вот эту защиту, болты на 10, вот они крепятся. Тросики натянул максимально, даже с максимальным тросиком тут зазор есть 1 мм между диском этим и этим. Дальше смазал эту шестеренку. Так как колеса крутятся на втулках, смазал вот эти места втулки. То есть вот они, видите, это тоже надо смазать желательно. Дальше, вот тоже втулка. Вот здесь надо ее тоже смазать. Для этого снимаем стопорное кольцо. Оно вот здесь вот одевается. И смазываем. Дальше. Вот здесь подложил шайбы, потому что был туда-сюда люфт. Еще сразу желательно смазать штифт сам, по которому ходит вот эта коробка передач. Фрикционное кольцо туда-сюда ходит. Вот сейчас включена задняя скорость. Включаем мы пятую. И видим, она переключилась вот сюда. И вот эти части смазать желательно. Ну все, друзья, сейчас я это все собираю, заливаю масло и буду пробовать, как он работает. Масло обязательно заливать синтетическое, 5В30, так указано в паспорте, ко всем снегоуборщикам. Сейчас залью масло, залью бензин и буду пробовать делать первый запуск. Ну что, производим первый запуск. Чтобы запустить двигатель, нужно перевести зажигание во включен, то есть он. Следующее действие. Вот это минимальные обороты двигателя где-то вот так вот ставим. Затем заслонка должна быть закрыта при запуске на холодную сюда. И бензин, естественно, включен. Вот сюда 3 раза нажимаем и пробуем запускать. Друзья, сейчас будем замерять высоту, которую реально берет снегоуборочник. Сейчас поставлю поближе. Так. — 55 сантиметров получилось. Нормальный показатель. В общем, поработал я им чуть-чуть. На максималку натянул ремень шнека. И ремень буксует. Ремень говно, ремень под замену. То есть сами шнеки проскальзывают в ремень. Они не вращаются как следует, не кидают снег. Купил заранее вот такой вот ремень, размеры 13-775, но этот японский ремень 170 рублей стоит, качество совсем другое, я думаю, он не должен будет проскальзывать. Сейчас поставлю, все покажу и расскажу.
Снял я ремень, не разбирая вот эти две части. Здесь вот есть щель, и если отогнуть натяжитель, в принципе, можно вытащить ремень. Но какая штука интересная получается. Смотрите, ремень от Хютера. Написано, что 12 840, но на самом деле это вранье, так как я позвонил в сервисный центр сначала, спросил размеры ремня, мне сказали, что 13 на 870 идет. И вот я сейчас буду сравнивать вот эти два ремня, который купил автомобильный, японский 13 870, и вот этот, который родной, якобы 12 840. Смотрим, вот это родной, вот этот покупной. Вот смотрите. Вот, натягиваем их два, одинаковые, абсолютно одинаковые ремни. Как вы видите. Так что то, что написано на вот этом родном, это все фигня. Вот он, настоящий размер 13 на 875. Сейчас я буду пробовать его ставить. Начнем, пожалуй. Сначала вот сюда просовываем. Нам нужно на нижний шкив его одеть. В первую очередь. Чтобы на нижний шкив одеть, нужно отогнуть натяжитель. Вот. Без проблем. Здесь поджимаю. Все. Никаких проблем, ничего не надо разъединять. Все, натягиваю. Садится как родной. Так, вот. И все. Все сидит отлично, все сидит на своем месте. 5 минут, да, даже минуты 3 у меня ушло, чтобы поменять ремень. Так что, друзья, ничего не бойтесь, все это меняется без проблем и без всяких разъединений, как мне изначально рассказывали. Ну, сейчас все соберу и пойдем дальше испытывать, как что работает. Друзья, поменял ремень, не узнать машину, смотрите, что творится. Да, это вообще нереально круто. Так, один раз я им уже убрал снег и выяснились, какие еще недоработочки нужно сделать. Вот смотрите, 5-я скорость и 2-я скорость на нем маленько тихие, хотя они вроде как бы и самые высокие. Их не хватает. Чтобы их ускорить, получается вместо 2-й сделать 3-ю, задней, и вместо передней 5-й сделать 6-ю. Не надо ничего здесь выпиливать, хотя можно и выпилить что одну, и будет 3-я скорость, а здесь будет 6-я. Но так как он на гарантии, я решил вот эту планочку опустить чуть ниже. Получается вот так вот, на одном болту закреплю. И так как она ниже опустится, ход рычага будет дальше, в эту сторону и в эту. И получится, вместо 5-й будет 6-я скорость, вместо 2-й будет 3-я скорость. Так, вот я опустил, получается на один болт ниже. И сейчас замеряем, вот здесь конец рычага, вот какое расстояние, 22 мм. А сейчас поднимем его на место, прикрутим и посмотрим, сколько будет расстояние при штатном креплении. Перекрутил на штатные места, замеряем. Получается 39 мм, то есть тут 22, а на штатных 39, практически 40. Так вот, сейчас, значит, буду планку опускать вниз, и поэтому добавится скорость. Рычаг сдвинется сюда, естественно, здесь фрикционное кольцо сдвинется сюда, скорость будет быстрее и меньше будет износ фрикционного кольца. Также и с передними скоростями. То есть, по сути, будет вместо 5-й будет 6-я здесь, и фрикционное кольцо будет меньше изнашивать. Все, перекрутил, то есть она вообще не шевелится, стоит мертво. Даже на двух болтах, один здесь, один здесь. Следующая доработка. Нашелся вот такой минус. Двор у меня очень узкий, и приходилось часто регулировать вот эту высоту выброса снега, что очень неудобно. Постоянно откручивать, рукой регулировать. Я решил модернизировать, как на некоторых снегоуборщиках, управление осуществлять с помощью тросика. Ну, вот отсюда, вот здесь вот просверлю отверстие, тросик запущу, закреплю его здесь. Тросик купил. Вот такой вот жесткий тросик. ВАЗ-2108 от подсоса или заслонки карбюратора. Сделал я доработочку, попытаюсь продемонстрировать. Вот тросик, вытягиваем на себя, желоб опускается, вдавливаем, он поднимается. Удобно, в любом направлении. Так. Работает отлично. Сейчас я покажу, как я его протянул. Просверлил здесь отверстие, здесь вставил в паз стопорное кольцо. Кстати, можно вот здесь тоже чем-нибудь притянуть, прижимной какой-нибудь шайбой на 2 болта, тогда будет надежно. Дальше. Здесь пустил его вот так вот. И вот кожух крепится на болту. Сделал из толстого пластика хомут, пропаял отверстие и болтом притянул. Вот. Все. Вот так вот тросик идет, ничему не мешая. Снег будет выбрасываться, не мешает тросу двигаться. Все элементарно просто. А сейчас идем все это дело испытывать.
В общем, поработал еще третий день, как следует его погонял. Нашел еще, ребят, одну недоработку. Самую основную. Начинает подтраивать, начинает подгазовывать, как бы работу свою выполняет, но сбивается режим работы двигателя. Поискав по интернету, я нашел проблему. То есть, когда мы им работаем, весь облепляется он снегом. И вот здесь вот, где-то вот здесь замерзает дроссельная заслонка. Или пружина какая-то там замерзает, и он начинает бжин подгазовывать, в общем. Решать эту проблему надо, сделав сюда капот, то есть кожух, который будет защищать вот эти вот все части от попадания снега. Плюс этого капота будет в том, помимо того, что будет защищать от попадания снега, от влаги, то есть где свеча, вот эти все провода, и вот не будет нагреваться вот эта труба. Если мы сделаем сюда кожух, меньше она будет нагреваться, меньше будет обледеневать. Кожух из чего сделать? Из старого корпуса компьютера. Я из него делал рыбацкий ящик. Вот у меня валялся, потом куча всякого барахла в нем хранил, но теперь пришло его время, сделаю я из него капот. Сейчас я это все сделаю и покажу вам, как это смотрится. Вот такой вот у меня капот получился. Вот здесь я закрепил его барашком. Вот так вот он открывается. Можно заливать бензин, менять свечу. Здесь вот подглушитель. Сделал отверстие. Все, вот так вот ложим его. Здесь из профтрубы сделал такую перемычку небольшую. И на вот такие мебельные навесы их приварил, а здесь закрепал. Все, отлично получился. Ну и вот этим, получается, я его креплю. Барашком. Все, стоит мертво. Ничего не дребезжит. Когда будет работать, все будет хорошо, ничего звенеть не будет. Ну а сейчас я это все дело покрашу и будет как заводское. Пока капот сохнет, я вот решил разобраться, для чего нужны вот эти два отверстия. С завода они идут, с резьбой. Как оказалось, сюда устанавливалась на первых, то есть, ну, может, лет 10 назад снегоуборщиков перемычка. И крепилась она как раз вот здесь, где крепится лопатка для очищения снегоуборочника. Крепление хреновое, на морозе один раз лопатку вытащил, крепление сломалось. Ну и вот эти два отверстия мне теперь пригодятся. Смотрите, вот такую вот распорочку я сделал. Осталось ее маленько зашлифовать, и сварочные швы покрасить и установить. Устанавливается она примерно вот так вот. Для чего она нужна? Чтобы снизить нагрузку на сам редуктор, на вот этот вал, который, естественно, стоит на подшипниках и разбалтывается, на вот эти вот подшипники. Получается, вот эта распорочка продлевает жизнь вашему механизму редуктора и шнеков. Ну вот и все, друзья. Сейчас я это дело покрашу и уже покажу все доработки, которые я сделал, которые советую сделать вам, чтобы ваш снегоуборочник работал долго и счастливо, без поломок. Вот такой вот агрегат получился, доработанный и полностью готов к работе. Еще раз пробежимся по доработкам. Первая доработка. Изначально вот эту панель опускал ниже. Из-за этого вот эти скорости родные стали ездить быстрее. Так как рычаг, если ниже ее опустить, он уходил больше сюда. И фрикционный диск перемещался. Но потом я решил поставить ее на место, на два болта. И просто взял, пропилил еще одну скорость заднюю. И еще одну скорость, то есть шестую, переднюю. Теперь снегоуборочник ездит очень быстро. И тем самым происходит меньший износ фрикционного кольца, которое сделано не очень качественно. Также это фрикционное кольцо меняют от Бурана на вот эту резинку. Она стоит в районе 100 рублей. Но пока я не доехал до магазина, где продают снегоходы Буран, поэтому на родном поездию. Следующая доработочка. Как вы видите, желоб теперь саморегулирующийся. Еще замена ремня на автомобильный и капот. Капот вот такой вот получился. Вот так он смотрится, зато открывается, бензин заливается, обслуживается и закрывается. И снег туда не попадает. Дальше. И вот последнее я установил. Распорка для редуктора. Так что, кому понравились эти доработочки, можете себе тоже изготовить их. Я думаю, снегоуборщик вас будет только радовать. Ставим лайки, не забываем подписываться на канал. Пока-пока.